Всем привет! Мы продолжаем всем так полюбившуюся рубрику, где мы готовим еду из фильмов или мультфильмов. Сегодня повторим тако из «Мстителей. Финал», мороженое из «Корпорации монстров» и пряню из «Шрека». Первым делом приготовим тако из «Последних Мстителей». На мой взгляд, это один из крутейших фильмов Marvel. Боже. Приветик, маломерка. Сначала сделаем мексиканскую тортилью. Берем 50 грамм сливочного масла, добавляем стакан кукурузной муки и стакан теплой воды. Активно перемешивая, высыпаем 2 стакана пшеничной муки, чтобы в конце у нас получилось вот такое тесто для мексиканской лепешки. Посыпаем стол мукой, разрезаем на 2 части и тоненько раскатываем тесто. Накладываем тарелку на тесто и вырезаем круг. Включаем плиту, перекладываем лепешку на сковородку. Когда лепешка станет золотистого цвета, переворачиваем ее на другую сторону. Выкладываем лепешку на решетку. Заворачиваем вот таким образом и поливаем водой, чтобы тортилья держала форму. Далее готовим начинку. Берем авокадо и разрезаем его напополам. Чистим от кожуры с помощью ложки и режем на небольшие кубики. Нарезаем капусту, перекладываем к авокадо. Делим на 4 части помидорки черри. Чтобы тако получился максимально мексиканский, а значит острый, мелко нарезаем чили-перчик. Открываем фарш, наливаем подсолнечное масло на сковородку и хорошенько обжариваем мясо. Солим и перчим на свой вкус. Далее мелко нарезаем 3 зубчика чеснока и четверть лука. Обжариваем до золотистой корочки лук. Затем добавляем чеснок. Спустя минуту добавляем готовый фарш. Еще нам понадобится консервированная фасоль. Честно говоря, не очень хотел ее добавлять, так как никогда ее не любил. Но, как оказалось, очень зря. Она была весьма кстати в этом блюде. Моем зеленый лист салата и не спеша натираем сыр, который больше всего любите. Мы красиво разложили наши ингредиенты, чтобы было удобно собирать тако. Берем тортилью и на низ укладываем лист салата. Добавляем мясо и овощи. Сверху посыпаем сыром. Наши тако готовы. Мы сделали 2, так как Халк угостил Человека-муравья именно 2 мексиканскими вкусняшками. Наши тако получились красивее, вкуснее и лучше. Мы решили, что в оригинале фильма должно быть именно так. Следующее, что мы приготовим, это мороженое из «Корпорации монстров». Нет, ты не то подумал. С лимоном. А ты попробуй, приятель. Снежная трубочка. Для этого мороженого нам понадобится обычный лед, который нужно измельчить в блендере. Потом перекладываем в стакан. Чтобы лед сразу не растаял, необходимо засунуть стакан в морозилку минут на 20, но я этого не сделал, и лед стал таять очень быстро. В мультике сказано, что мороженое лимонное, но лимонное мне не очень нравится. У меня был карамельный сироп, который любит вся семья, мы добавили именно его. Чтобы цвет мороженого был желтый, как в мультике, мы добавили пищевой краситель. Хорошо перемешиваем, чтобы сироп и краситель равномерно пропитался в каждую льдинку. Моему младшему сыну очень понравился этот сладкий лед. Следующее, что мы повторим, будет печенька по имени Пряня из Шрека. Пряня! Папа! Класс, тихо!
Забавно, что на имбире изображена печенька, очень похожая на ту, которую мы собираемся приготовить. И еще в этом рецепте нам понадобится сода. Как правило, одна и та же пачка соды в семьях передается по наследству. Вот и эта пачка мне досталась от мамы, а ей от моей бабушки. Недавно заметил, что на упаковках из-под масла есть граммовка, по которой очень удобно отрезать необходимое количество. Отрезаем 100 грамм сливочного масла, затем 100 грамм сахара и перемешиваем все до однородной массы. Отделяем желток от белка. Желток добавляем к маслу, белок откладываем, он нам понадобится чуть позже. В магазинах нашего города мы не нашли мускатный орех, поэтому попросили немного у соседей. Необходимо измельчить орех и чайную ложку гвоздики. К ним добавляем чайную ложку имбиря. Закидываем наши специи вместе с солью и содой в тесто. Далее понемногу добавляем муку и перемешиваем тесто руками. Раскатываем пергаментную бумагу и кладем тесто между двух листов. Раскатываем до тонкого состояния. Далее берем бумагу, карандаш, линейку, ножницы и занимаемся оригами, то есть вырезаем пряню из бумаги. Кладем его на тесто. Вырезаем и засовываем в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов. Пока готовится печенье, сделаем крем. В белок закидываем сахарную пудру и взбиваем. В крем добавляем пару капель синего красителя и красного. Затем берем шприц и даем жизнь нашему пряни. Я считаю, что все блюда удалось повторить. Если понравился выпуск и с нетерпением ждешь следующего, ты знаешь, что делать. Ставь лайк и подписывайся.